Мои дорогие, всем привет! С вами Карина. Добро пожаловать на канал. Сегодня я хочу сделать расклад для тех, кто проходит через процесс перемен, изменений внутренних, внешних. Это могут быть большие, серьезные перемены в вашей жизни, а могут быть просто внутренние изменения, которые или уже назрели, и вы чувствуете, что вам без них никак не обойтись, надо что-то менять в себе, а соответственно и в своей жизни. Ну или же вы уже в этом процессе. То есть это та самая пресловутая трансформация, слово немножко заезженное, но тем не менее, по-другому это не назовешь, это трансформация, это процесс превращения гусеницы в бабочку. И не то, что что-то есть плохое в гусеничке, она прекрасное создание, очень красивое, но бабочка может летать. Вот в этом разница. И давайте посмотрим в этом раскладе, как вы будете летать после того, как вы позволите вот этой трансформации произойти с собой в своей жизни. Никакой особой сигнификации я делать не буду. На этот расклад притянутся люди, для которых он будет актуален. Вы сразу поймете, это ваш расклад или нет, он вообще о вас или нет. Давайте начнем. Мы будем смотреть. Я попрошу показать, какая вы будете. Новая я, обновленная я, да, то есть вы, конечно же. Новая, обновленная вы. Может быть, вы уже, а может быть, вы только на пороге. Давайте будем смотреть. Ну, что-то карты расползаются сегодня. Итак, что нам скажут? Просто будем читать. Что нам скажут? Ну, слушайте, кто-то здесь, возможно, выходит из отношений проблемных. И этот опыт используют для себя как опыт для перемен и для восстановления. Сейчас посмотрим. Наверное, я положу вот так карты, так будет лучше видно и мне удобнее. По сути, это не играет большой роли. Вот так мы сделаем. Так, ну, во-первых, мне сразу показывают здесь женщину, которая устала ждать, которая обожглась на отношениях с мужчинами. Тут, скорее всего, был не один мужчина, то есть здесь, скорее всего, идет какой-то сценарий отношений. Возможно, у вас эти сценарии повторялись, потому что здесь явно не один мужчина. Вполне возможно, что вы, выйдя из одних отношений, попадали в другие, точно такие же, и потом удивлялись, почему у меня так не складывается или складывается все вот так похоже. Здесь женщина, которая устала ждать. Устала ждать, пока ее наконец-то оценят, пока мужчина даст ей какую-то ценность. Как будто бы ценность ваша зависела не от вас самой, а от мужчины. Вот как мужчина на вас смотрит, вот такую ценность он вам и дает. И дошло до того, что вы стали уже очень опасливо смотреть на мир. То есть у вас уже была такая защитная реакция и на мужчин, и на жизнь, и вообще на все. То есть уже оборонительная такая позиция была, которая тоже не помогала строить отношения. И это так же плохо, как излишняя доверчивость. Точно так же излишняя недоверчивость, она тоже мешает в отношениях. Как можно построить отношения, если вы просто по умолчанию вы не верите, да? И вот тут та самая ситуация, когда после вот этой башни, да, это у нас башня, через отношения, через мужчин, когда после этой башни вы выходите в силу, реально, и вы уже не будете ждать, пока вам кто-то даст эту ценность. Потому что, смотрите, вы вышли в силу, и теперь 7 пентаклей. Вы сами знаете свою ценность. Вы не ждете эту ценность от мужчины. То есть вы выходите в силу, и вы возвращаетесь к себе. 6 чаш. Это возврат в прошлое. Но в каком смысле? Не в том смысле, что вы теперь будете жить в прошлом и думать о прошлом, переживать о чем-то. Наоборот. Здесь возврат в то состояние, когда вы были ребенком, когда вы были совсем молодой девушкой, возможно. И вам никто не сказал, что ты недостаточно ценна для меня. Вам никто не сказал, что ты чего-то не можешь.
что ты не можешь быть хорошей женой или ты не можешь быть хорошей хозяйкой. Вы этого не знали, этого не было в вашем мире тогда. Это то состояние, когда девочка, когда ребенок, может быть мальчик, ну если смотрит мужчина, да, уверен, что он может все, для него открыт весь мир. Он знает, что он ценен просто потому, что он есть. Вот это вот такая ценность, которая просто дается от рождения, при рождении любому человеку. Вот куда вы возвращаетесь. И вы наконец-то начинаете ценить себя. И вы — это ваш целый мир. Вот понимаете, все карты здесь об этом говорят. Справедливость, мир. То есть вы уже ценны просто потому, что вы родились в этот мир. И мир вам принадлежит точно так же, как любому другому человеку. И это по справедливости, так должно быть. Никто, ни один мужчина не может вам сказать, что ты недостаточно ценная, что ты чего-то не можешь, что ты недостойна отношений, ты недостойна моей любви. Нет, здесь все происходит наоборот. То есть здесь все становится на свои места. Вот опять же по справедливости. Как следствие всех ваших башен, которая, возможно, была не одна, потому что здесь мне показывают как минимум 2 мужчин. То есть это могли быть какие-то отношения именно самые болезненные для вас. Как результат этого всего, как следствие, да, вы выходите вот в такое состояние. И теперь вы говорите себе и миру, и всем мужчинам, что я никому не должна доказывать свою ценность. Она просто есть. Потому что раньше, вот просто логически из того, что мне показывают здесь, я могу сказать, что раньше, как я уже говорила, вы ждали, что мужчина вам сообщит вашу ценность. Понимаете? То есть мужчина придет в вашу жизнь, и именно он вам расскажет, насколько вы хорошая или насколько вы плохая. То есть вы зависели от оценки мужчин или вообще окружающих. И знаете, здесь опять надо посмотреть на свой опыт как на ценность для себя. Потому что вот здесь по 9 жезлов вы перепробовали много всего. И очень болезненный был опыт. Да, ну карты здесь показывают, здесь просто такая голливудская, очень легкая колода. Я специально выбрала такую, чтобы не было большой тяжести. Мы же все-таки стараемся позитивно смотреть на вещи. Но тем не менее, 9 жезлов — это всегда большие потери, раны. Но через 9 жезлов вы именно приходите в силу. Понимаете? Вот так здесь идет. Через ваш опыт, опять же, болезненный опыт, вы выходите в силу. И, кстати, здесь вы можете вспомнить о том, какими, по идее, должны быть отношения. Может быть, у вас перед глазами был опыт каких-то людей, ваших родных, близких, который, в общем-то, вам показывал, какими должны быть отношения по-настоящему, да. Но почему-то у вас на пути встретились мужчины, которые вас затюкали, буквально затюкали. И вы как будто забыли. Вы забыли о том, как должно быть по-настоящему. И вот вы это вспоминаете. Что касается мужчин, мне здесь показывают короля Пентаклей и короля Чаш. Это мог быть один мужчина, как бы, да, един в 2 лицах. Это могли быть разные люди. Но что здесь характерно? И вот тоже есть, наверное, причина, почему эти мужчины оказались в вашей жизни. Король Чаш, он мог очень красиво ухаживать, он мог создать у вас иллюзию, что он вас любит и что вы такая прекрасная и единственная. Вы этого, конечно, хотели, искали, любая женщина этого хочет, но это не постоянный мужчина. Он сегодня это говорит вам, а завтра он это может сказать кому-то другому, другой женщине. Конечно, боль, болезненный опыт, потому что вы ему поверили. Что касается короля Пентаклей, все просчитывал, все рассчитывал, тоже мог вам дозированно давать внимание, но в результате слишком был практичен, возможно, слишком зациклен на себе, на своих успехах, достижениях. В любом случае, вот возможно, что это тот типаж мужчин, который вам встречался. И вот здесь еще очень важный момент, я хочу это еще подчеркнуть еще раз, что карта Мир нам говорит о гармонии. Когда вы в гармонии сама с собой, то вам не нужны отношения для того, чтобы себя чем-то заполнить. Вы уже наполнены. И вот тогда в вашу жизнь могут прийти отношения, которые не будут вытягивать из вас энергию, не будут вас обесценивать. Понимаете? То есть другого качества люди будут приходить в вашу жизнь, когда вы сами в гармонии с собой. Так, соберем эти карты, посмотрим, что нам еще скажут.
Карты очень скользкие, они постоянно переворачиваются. Я даже не буду на них смотреть, на тех, которые перевернулись, потому что они постоянно это делают. Пусть им будет такое наказание. Так, давайте смотрим еще. Что еще скажет? Так, но здесь мне уже показывают женщину, которая умеет любить и выбирает, кого она будет любить. Здесь мне показывают самостоятельную, окрепшую женщину, которая выходит как бы за рамки своих границ. Но границы эти были воображаемые границы. Это нереальные границы. Это те границы, которые, опять же, кто-то вам поставил. И вы почему-то поверили этим людям. Опять же, если вам говорили, ты того не можешь, этого не можешь, ты одна, допустим, не выживешь, или у тебя это не получится. Или просто вот косвенным каким-то внушением вас заставили поверить, что вы в каких-то рамках. На самом деле нет, этого нет. И знаете, здесь вам карты не обещают большой легкости, но здесь обещают силу. Вот опять же, здесь у нас королева мечей. Это женщина, которая абсолютно четко представляет себе, во-первых, свой дальнейший путь, и абсолютно четко видит свое прошлое. Все разложила по полочкам. Здесь уже нету той слабости, вот, которую проявляла королева чаш. Это как будто бы вы до и вы после. По королеве чаш вы могли очень легко, опять же, влюбляться, доверяться кому-то. Здесь опять идет об отношениях, о мужчинах, о том, что легко могли в ваше доверие войти мужчины, которые могли потом это использовать для самоутверждения, для каких-то своих амбиций, просто для того, чтобы вами управлять, понимаете, завладеть вами и управлять вами, быть главным в вашей жизни. И в какое-то время, в какой-то период, я думаю, что вас это устраивало. Потому что, когда появляется в жизни женщины вот такой император, который знает все, умеет все разложит по полочкам, обо всем позаботится, то хочется на него опереться, хочется на него положиться. Но потом оказывается, что этот император, он становится деспотом, он начинает вас контролировать, он начинает вам что-то запрещать. И вот именно он внушает вам эти ограничения и диктует вам, что вы можете, чего вы не можете. И начинает злоупотреблять своей властью. Такое часто бывает. И, соответственно, вот сейчас из этих ограничений вы выходите. И да, возможно, будет сложно. И даже сейчас я вижу, что вам сложно. У нас здесь 10 жезлов. Это когда вы берете на себя ответственность за себя, за свою жизнь, за свое будущее. То есть это, возможно, покажется вам тяжело. Но это, наверное, такой этап, который нужно пройти на пути к своей силе, на пути к своей независимости. И я думаю, что у вас вопрос стоит остро. То есть или продолжать быть игрушкой в руках вот такого императора, или же согласиться на эту 10 жезлов, ну просто на ответственность за все, что с вами сейчас происходит. 10 жезлов, в ней долго вы не будете оставаться. Это всегда такой сложный момент, который переходит во что-то новое, в новое начало. Потому что после 10 у нас всегда идет туз, а туз это всегда новое начало, новые возможности. Здесь конкретно мне этого не показывают, но здесь просто показывают ваш процесс вот от такой мягкой женщины, которая позволяла взять над собой верх, которая идеализировала партнеров, возможно, которая полагалась, хотела помощи и, соответственно, становилась как бы зависимой. И здесь же королева мечей наоборот. Она уже полагается только на себя. Почему? Потому что сила есть. Она выходит за рамки вот этих границ и ограничений. И уже вы ничего не идеализируете. Вы не идеализируете партнеров, мужчин, которые вокруг вас. У кого-то здесь может быть такое, что ваша семья, не обязательно ваш мужчина, а ваша семья вас держала в каких-то рамках. Это люди, которые вам всегда говорили, что ты ничего не можешь.
Допустим, как вариант, если вы были в отношениях с мужчиной, который вас очень сильно ограничивал в чем-то и не давал вам вот той любви, которую вы хотите и которой вы достойны, ваша семья могла вам всегда говорить, что терпи, приспосабливайся, или же пыталась его как-то оправдать и вас не поддерживала. Потому что здесь именно вот через мужчину и через семью идут вот эти вот ваши рамки и ограничения, ваши установки, как будто вам внушали что-то. Кому-то здесь семья могла внушить прямо с самого детства какие-то установки, которые вас очень сильно ограничивали. Но сейчас самое главное, что вы из них выходите, из этих установок. И здесь, что очень важно, я уже говорила, никаких иллюзий. Вы научились выставлять свои границы. Королева мечей прекрасно знает свои границы и никого не пустит, никому не позволит их нарушать. И если раньше вы видели себя, что вы сливаетесь как бы с мужчиной, да, в одно целое, и в результате вы перестаете существовать в этом союзе, потому что мужчина всегда брал верх. Вы с ним слились, возможно, что вы жили его интересами, возможно, что вы всегда ему уступали, возможно, что вы лишились своих друзей, и все друзья были его. То есть вы с ним слились, растворились в нем и потеряли себя. То теперь все происходит наоборот. Если вернуться к предыдущим картам, там была карта «Мир», это опять же вот о собственной целостности. От слияния с другим человеком вы пришли к собственной целостности. Теперь вы центр своей вселенной. И если вы пока еще так себя не ощущаете, если вы сейчас просто в процессе вот этой переделки, да, этой трансформации, то карты вам показывают, как вы будете ощущать себя. Давайте сделаем еще. Ну, на этот раз перевернулась одна карта. Хорошо, давай прочитаем тебя. Маг. Ну, я думаю, что это о вас. Маг — это всегда человек, который сам решает, сам творит. Тут есть и сила, тут есть и харизма, видение будущего своего и возможность его осуществлять, движение какое-то, вера в себя, что самое главное. Маг все делает на вере в себя. Так, что еще нам скажут о вас? Ну, здесь говорят, что путь нелегкий и был, и предстоит. Как и любые перемены, как и любые изменения, это, конечно, сложно. Но, как говорится, дорогу пройдет идущий. Так, давайте будем смотреть. Ну вот смотрите, здесь буквально как будто бы обрисовали ваш путь. И в результате все равно вы приходите к тому, что вы самая главная ценность у себя. Вы как будто обретаете новый мир. И этот мир вам дается. Вы сами его берете, и он вам дается. Опять же, через какие-то потрясения, через поражения, через боль, да. Но башня разрушает все старое и ненужное. Вот в чем смысл башни еще. И в этом тоже есть какой-то положительный момент, даже не какой-то, а большой положительный момент. Потому что то, на чем была построена ваша прошлая жизнь, оно разрушается, и взамен появляется что-то новое. Уже, возможно, основанное не на иллюзиях, а на каких-то реальных вещах. И вот здесь мне показывают женщину, которая очень много переживала и держала это все в себе. То есть, похоже, вы не могли даже реально высказать, выплеснуть свою боль, свои страхи. Возможно, не было с кем поделиться. Возможно, был страх кому-то что-то сказать. То есть вы все это держали в себе. Все свои страхи, неуверенность, все свои обиды. И вы привыкли к этому. Как будто бы отношений без боли не существует. Но это было ложное убеждение, ложная установка. Но это как будто была ваша привычка.
Вы привыкли переживать. То есть вы теперь понимаете, что боль — это не равно любовь. Это не равно глубина чувств. И вот здесь опять о границах. Потому что здесь у нас отшельник. Да? То есть вы, выходя из этого состояния, вы перемещаетесь в отшельника. Отшельник всегда знает свои границы. И он понимает, что одиночество — это не всегда плохо. Когда-то оно просто необходимо, это одиночество. И вам не нужно пугаться этого одиночества. Наоборот, вам сейчас нужен этот период. Если вы выходите из болезненных, токсичных отношений, то вам нужно побыть одной. Понять, что, возможно, вы были в плену у плохих людей, у неправильных людей, что вы были в плену неправильных, деструктивных каких-то отношений, сценариев. Дьявол здесь у нас. Здесь могли быть зависимые отношения с человеком, который вас вообще-то не стоит, но ему почему-то удалось вам внушить, что это вы должны его добиваться и заслуживать. И пройдя через все это, подумав хорошенько, смотрите, что происходит. Колесница. После дьявола, после вот этих вот заблуждений, иллюзий, вот этого морока, вы понимаете, что вы можете разозлиться, вы можете кому-то сказать «нет», вы можете уйти, потому что у вас своя дорога, вы ее видите, и вы движетесь по ней. То есть, понимаете, здесь вот этот контраст между жертвой и человеком, который движется вперед. Между человеком, который переживает, страдает, мучается, плачет по ночам и при этом не может никому ничего высказать, опять же, выстроить свои границы, отказать в чем-то. И тут этот человек поворачивается и уходит. Пройдя через отшельника, потому что это необходимый процесс. Просто все осмыслить и обдумать. И какой-то период одиночества. Я не скажу, что это счастливый период для каждого. Для кого-то это будет счастливый период. Период отдохновения, восстановления. Для кого-то, может быть, не очень. Потому что есть люди, которым тяжело быть в одиночестве. Но это необходимый период в любом случае. И за колесницей, конечно, следует период неуверенности. Не может быть такого, что вы, 20 лет своей жизни прожили в состоянии девятки мечей, и потом вдруг раз вы повернулись, поехали, и все прекрасно. Такого не бывает. Всегда будут какие-то отголоски, всегда будет период неуверенности, страхов. Вот опять здесь подвойки пентаклей, пятерка чаш. Что я буду делать, куда я пойду? То есть здесь вот идет выбор. Как мне приспособиться? Как мне вообще принять себя новую? Что мне с собой делать теперь? Я же привыкла жить по-другому. Здесь есть период неуверенности, необходимости как-то заново найти новый баланс, пережить все свои потери, пережить их. Это необходимый процесс. Опять же, вот как отшельник нам показывает. Нужно просто вот то, что вы потеряли, нужно принять. И вы это, похоже, принимаете уже. И здесь, что очень важно в пятерке чаш, это понять, что у вас есть еще полные чаши, они есть. Далеко не из всех чаш вылилось шампанское. У вас здесь 2 наполненных бокала. То есть надо смотреть на позитивную сторону. Понимаете, здесь такая подсказочка. Ты, конечно, погорюй, это да, это нормально. Но не забывай, что у тебя еще полно возможностей. И, кстати, здесь бутылка шампанского, она даже еще не открыта. Да, что-то там вылилось, но у вас есть еще целая бутылка. Посмотрите, она даже не открыта. Целая бутылка и 2 бокала у вас. О чем это говорит? О том, что вы всегда можете открыть эту бутылку и отпраздновать что-то, причем с кем-то, да, с человеком достойным, отпраздновать. И вот башня наша пресловутая в данной линейке событий мне говорит о окончании старой жизни и о начале новой. Потому что здесь идет гармонизация. И что 6 пентаклей нам говорит о гармонизации, то есть вы получаете. Что-то вы отдали, то, что вам не нужно, но что-то вы получаете. Это как замещение энергии. И опять же гармония у нас по карте мир. Это как итог. Вот такой путь мне здесь показали. И один из самых главных акцентов, который я здесь вижу, помимо всего, что я уже сказала, здесь вообще каждая карта, главное, говорит о многом. Но вот я хочу обратить ваше внимание на вот эти 2 карты,
когда вы начинаете понимать, что не надо оставаться в отношениях по дьяволу, вы можете уйти. Понимаете? Дьявол и колесница. То есть это опять же умение выстраивать свои границы. Если у вас в отношениях нету тепла, нету любви, вас не уважают, обесценивают, вас никто не держит в этих отношениях, вы просто поворачиваетесь и уходите. И как бы вам ни было сложно потом, вы будете сама себе хозяйка. То есть просто оставаться в таких отношениях, это значит не уважать себя и просто ставить на себе крест. И вам показывают, смотри, вот путь по колеснице. Вот это один из главных, на мой взгляд, акцентов здесь. И я бы сказала, что вам необходим этот процесс. Вот все, о чем мы говорим в этом раскладе, не только в этих картах, но и в предыдущих, вам необходим этот процесс. Здесь просто все кричит об этом. Если вы еще только думаете о том, что вам надо что-то изменить в своей жизни, что что-то идет не так, вам нужно серьезно об этом задуматься. Если уже вы в этом процессе, то это вам как подсказки, как поддержка. Потому что когда вы остаетесь в состоянии девятки мечей, это не просто ментально вас прибивает к земле, это еще и физически, потому что тут и психосоматика, и какие-то нехорошие заболевания могут быть от этого, понимаете? Поэтому нельзя оставаться в таком состоянии. Вам показывают это как исходное состояние, из которого вы двигаетесь вот по этой дорожке, опять же, к миру, к гармонии. Мир — это то, что внутри вас, и это вы проецируете на свою жизнь. Вот так это работает. На этом я закончу расклад. Я надеюсь, что он поможет именно тем, кому он сейчас был нужен. Я знаю, что этот расклад не для всех, не для всех. Но даже если 2 человека его посмотрят и он поможет вам, то значит миссия выполнена. На этом я с вами попрощаюсь. Держитесь, стремитесь, и все вам будет дано. Пока-пока.